Всем привет! В этом видео я покажу, как я готовила вот такой торт в виде сервера. Если вам интересно, смотрите дальше. Так же само, как и для предыдущего квадратного торта, я из картона сделала вот такую бортовую форму. Внутри поставила ацетатную пленку. Форму сделала 35 на 35. Испекла бисквиты по рецепту «Кудрявый мальчик». Подробно про рецепт бисквита и крема я рассказывала в предыдущих видео, где я готовила похожий торт. Ссылку оставлю в описании. Каждый слой с кремом посыпаю какао-порошком. Собрала торт из 4 бисквитов, поставила в холодильник на 10 часов, чтобы торт стабилизировался. На второй день торт поставила на такую большую плитку. Готовый торт обрезала по нужному размеру. Это у меня 34 на 30 сантиметров. Прохожусь спатулой по бокам, чтобы сметанный крем не мешался, когда буду наносить крем для выравнивания торта. Наношу бетонный ганаш. Рецепт уже есть на канале, ссылку оставлю в описании. Первый слой ганаша наношу, чтобы скрепить крошки. Ставлю в холодильник примерно на 10 минут. И потом наношу следующий слой, равняю и ставлю опять в холодильник, чтобы ганаш схватился. И потом наношу следующий слой. И так слой за слоем, пока торт выровнен. Ну и слой ганаша, чтобы был достаточно толстый, чтобы торт стабильно, крепко держался. Чтобы выровнять и укрепить этот торт, мне ушло 2 порции ганаша. Это 800 грамм темного шоколада, 160 грамм какао-масла и 400 грамм сливочного масла. Только на выравнивание мне ушло 3 часа. 2 часа я равняла с первым кремом и час со вторым кремом. Торт надо равнять и ставить в холодильник охлаждать. И только потом можно наносить каждый следующий слой. И поэтому время выравнивания вырастает на 3 часа. С пластмассовым инструментом очень хорошо сглаживается крем, сглаживается все неровности, а с металлическим инструментом крем снимается, равняется. Выровняла весь торт. Надо почистить подложку, плитку. И буду наносить крем-пломбир. Крем-пломбир мне ушло 1,5 порции. Ссылку на этот рецепт оставлю в описании. И так же само наносим 1 слой крема. Ставим в холодильник, чтобы крем застыл. Потом проходимся спатулой, снимаем лишнее, сглаживаем, равняем. Где неровно, дополнительно ставим следующий слой. И примерно 3 слоя крема наношу для того, чтобы выровнять торт.
По размеру торт большой, подложка большая, в морозилку торт не лезет, поэтому торт стоял в холодильнике при плюс 2 градуса. Наношу велюр, который температуры 28 градусов. Велюр тоже наношу примерно 3 слоя. Нанесла один слой, ставлю в холодильник, чтобы застыл. Наношу второй слой, опять ставлю в холодильник. И пока весь торт покрыт равномерным слоем велюра. Поставила торт в холодильник, чтобы велюр хорошо застыл. И наношу кондурин. Серебряный кондурин. Разбавляю с водкой и кисточкой окрашиваю весь торт, чтобы был металлическая поверхность. Тут надо не просто серебряный краситель, а вот такой плотный серебряный кондурин. Тогда оттенок вот этого металлического будет более такой выраженный. Кондурин тоже можно наносить в 2 слоя. Нанесли один. Надо подождать, чтобы водка испарилась, высохла, и можем нанести второй слой. Из сахарной бумаги распечатала мне нужные картинки. Конечно, так как торт по размеру больше А4 листа, я печатала и собирала вот одну картинку из 2 листов. Картинки я приклеиваю на декор геля, но также само можно клеить на белом шоколаде. Чтобы собрать такой торт, надо 3 дня. Первый день выпекаются бисквиты, второй день бисквиты собираются вместе с кремом, на 3-й день торт выравнивается и украшается. Добавляю диоды, и чтобы диоды светились маленьким диаметром, я с черным пластичным шоколадом закрываю диод и оставляю маленькое отверстие в нужном месте, чтобы они светились в нужном пункте. Если ставим внутри торта диоды, тогда их ставим в тот день, когда торт отдаем заказчику. Я диоды поставила вечером, и так как внутри торта влажность большая, то диоды утром уже светились меньше. Если диоды ставим где-то сверху на торт, то их можно ставить в предыдущем вечере, так как диоды светятся очень долго. И в итоге вот такой торт получился. Торт получился весом 7 килограмм и по размеру 32 на 36 сантиметров. Торт транспортировали 3 часа, это почти 300 километров. Он проехал просто в машине в багажнике. Доехал целый, ничего с ним не случилось. Поэтому очень важно торт равнять не просто масляным кремом, но с кремом, в котором в составе есть шоколад и какао-масло. Это бетонный ганаш, который не тает так быстро, как обычное сливочное масло.
Так как в составе торта есть много сгущенного молока и в бисквитах, и в креме, то получается довольно сладкий торт, но в то же время очень интересный вкус, сочетание сметаны, какао и сгущенного молока. Если хочется, чтобы торт был менее сладкий, то в прослойку надо добавить какую-то начинку из кислых ягод. На мой взгляд, хорошо подойдет вишневая начинка, так как вишня и шоколад сочетается очень хорошо. Но это, конечно, на любителя. Есть кому нравятся ягодные начинки, а есть кому не нравится. Тут мы видим один кусочек, как торт выглядит внутри. Это я когда отрезала торт нужного размера, то у меня остались вот такие обрезки. Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивляйте гостей. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!